Всем привет! Как всегда, перед началом ролика включите субтитры и подпишитесь на канал. Ну а кто хочет поддержать меня, может сделать это, перейдя по ссылке в описании. Итак, последний новый герой, который был выпущен на дату записи этого ролика, это Шарлотта. Но почему-то ее практически никто не использует на арене. Так ли она плоха? I'm coming home, tell the world Давайте для начала еще раз пройдемся по навыкам Шарлотты и проверим, так ли они работают на самом деле. Первый навык — это провокация. Шарлотта выбирает врага и провоцирует его. Спровоцированная цель будет атаковать Шарлотту только на время, и пока длится провокация, цель и Шарлотта получат повышенный урон. Если выбранная цель имеет эффект щита, щит будет легко сломать. После окончания провокации 90% урона, полученных Шарлоттой во время провокации, будут конвертированы в стоимость провокации и переданы цели. После того, как провокация закончится, Шарлотта восстановит определенную долю урона, полученного во время провокации. В общем, решил попробовать Шарлотту одну против 5 героев, и интересно получается. После того, как заканчивается ульта, Шарлотта возвращает тонны урона назад и убивает героя. Тут вы видите, как после ульты Рэмбо просто умирает, получив тонны урона сразу. Решил проверить еще раз, вдруг то был рандом какой-то. Но нет, снова Рэмбо умирает после ульты Шарлотты. На самом деле навык хорошо подходит против таких команд, где много урона. Так Шарлотта сможет вернуть обратно весь этот урон. В общем, первый навык работает так, как надо. Второй навык — вытягивание духа. Шарлотта выбирает вражеского юнита с наивысшим здоровьем и вытягивает его дух, нанеся ему огромный урон каждую секунду в течение определенного периода времени. Этот навык также будет восстанавливать здоровье каждую секунду для Шарлотты. Для теста возьму двух героев с другого аккаунта, это Брунгильда со здоровьем 297 тысяч и Данхильд со здоровьем 238 тысяч. Исходя из описания, навык должен работать именно на Брунгильду. Итак, переходим к бою и проверяем это. И исходя из анимации навыка, можно увидеть, что навык работает именно на Брунгильду, хотя урона не так уж и много наносит, увы. А хотелось бы побольше, так как в описании написано огромный урон, но то ладно. Третий навык — сердце бойни. Шарлотта выбирает вражеского юнита с наибольшим количеством здоровья и наносит ему физический урон. Когда этот навык будет применен, Шарлотта получит дополнительный прирост физического похищения жизни, а также снизит эффект восстановления здоровья цели. Тут сложно понять по анимации, на кого будет действовать навык, поэтому поверим им на слово. И последний навык — святой голос. Каждый раз, когда Шарлотта использует навык, он будет поглощать ее здоровье. Когда здоровье Шарлотты упадет на 40%, она получит дополнительный лечебный эффект. Когда Шарлотта будет близка к смерти, она получит эффект иммунитета к смерти, который восстановит для нее огромное количество здоровья. 25 секунд задержка между эффектом иммунитета к смерти. И пересмотрев тот же бой против Брунгильды и Данхильд, как вы видите, в момент, когда должна погибнуть, она получает бессмертие и после восстанавливает огромное количество здоровья. Также навык работает. В общем, подытожить насчет Шарлотты. Силы у моей Шарлотты очень мало, чтобы показать бои на арене, но я буду усиливать ее и пробовать. Не скажу, что герой полностью бесполезен, но и также не является чем-то супер имбовым, как тот же Думия, к примеру. Но может после того, как я усилю ее, она покажет немного лучшие результаты, поэтому как только она будет иметь достаточно силы для моей арены, я выпущу новый ролик, где уже покажу, какой цвет ядра лучший, и также душу зверя для нее. Кстати, напишите в комментариях, кто имеет сильную Шарлотту, интересно узнать ваше мнение о ней. А на этом все. Кому ролик был полезен, ставим лайк, подписываемся на канал. И хочу пожелать всем мирного неба над головой. И всем пока-пока.